Так, ну что, дорогие мои, всем доброго, прекрасного турецкого дня. Начинаем с вами новый сочный выпуск, солнечный, яркий, морской. Вот так, и Турция, Анталия у нас с вами. Кони-Алты. Сейчас немножко перемещаемся с вами назад. Летим сюда и потом здесь встречаемся. Как всегда, поддерживайте видео лайками, вашими комментариями. Все читаю. Стараюсь потом видео реализовать. Все ссылочки под видео. Все как всегда вы найдете, чтобы без VPN все посмотреть. 4К в хорошем и привычном для вас сервисе. Все, устраивайтесь поудобнее. Вкусняшек там все готовьте. И начинаем наш выпуск. У нас с вами новая поездка в Турцию. Едем в квартиру, потом в 2 отеля аж успеем захватить. Едем на недельку с небольшим, но отдых должен быть теплый, позитивный, солнечный. Вылетаем из Шереметьево. Народу мало. Смотрите, вообще почти никого. Он наш стойкий Аэрофлотом. Как всегда, Аэрофлотом летаем. Берем билет заранее. Что-то совсем нормальная цена, потому что когда заранее берешь, ценники всегда хорошие. Под конец, когда забивается, уже цены повыше становятся. Что устраивайтесь поудобнее, постараюсь выпуски вам побыстрее сделать с минимум монтажа и зарядить вас с теплом, солнцем, морем. Ну, заодно знаете, как там обстоят дела на турецком побережье, что с погодой, с морем. Очень быстро все прошли. Видимо, никто не летит, поэтому самое время отправляться в путешествие вам. Здесь тоже народу мало. Место подбора воды я его называю. Так, ну и погодка, да? Скоро майские праздники. Снег, говорит, 3 дня такая будет твориться погода. Так, все контроли прошли. Отправляемся практически в зону беспошлинной торговли и летим. Друзья, как всегда, поддержите видео лайками, вашими комментариями. По видео спускайтесь, общайтесь, старайтесь все читать, а потом видео отвечать. И все ссылочки полезные тоже под видео, уже знаете, чтобы без VPN этого смотреть. Дзен, YouTube, все, что хочешь. Там сохраняйте, еще Telegram сохранить, там все онлайн выходит. И всем, кто хочет купить квартиру или продать квартиру, Россия, Турция, Дубай, Таиланд, там все тоже связь со мной, с нашей командой. Обращайтесь, все подборки бесплатные. Лучшие вообще подборочки мы делаем, и лучшее сопровождение, лучшие квартиры подбираем. Отзывы от наших клиентов, они просто восхищаются. Ну, то есть половина наших клиентов, конечно же, это наши подписчики. Вот, и по Москве практически я тоже всегда сопровождаю, и вместе с застройщиками ездим. Я каждый день там езжу по этим застройщикам, уже столько пересмотрел, у меня огромнейшая насмотренность, поэтому у вас будет самая лучшая квартира, всегда выбираю квартиры, как для себя примеряю. Езжу по всем районам, первичка, вторичка тоже, что сохраните, рано или поздно понадобится. Так, ну все, мы с вами в Duty Free, здесь мы ничего не покупаем, потому что мы там особо не пьем, потом у нас еще 2 отеля будет, там заставят, конечно, что-нибудь пить, пенного, не пенного, любых напитчиков. Сейчас что вам по классике, давайте посмотрим какой-нибудь ром и какое-нибудь шампанское. Так, ну вот нормальный ромчик. Он недорогой, обычно 20 евро. 20 евро, блэк, золотой. Какой хочешь, берешь. Вот по карте не советую. Вообще очень сильно испортился. Он уже давно его не пью. Его на коктейли обычно льют. Чего вам еще показать? Ну, водку. Это мало кто, наверное, покупает. Слушайте, ну по рому, кстати, небольшой выбор. Вот Финляндия 15 евро. В общем, мы особо не ходим по этим магазинам. Вот, Джек, смотрите, 57. Это, блин, какие-то 2 литра, по-моему. Литр 75. Вот есть 148 евро, тут 3 литра. В общем, вот такие вот прикольно в подарочек качельки взять. Помню, раньше мода на эти качели была. А мне кажется, это все ушло, да? Все, в общем, там шампусик, вино. Все, что так вам для атмосферы. Полета, для атмосферы, настроения. Давайте с вами быстренько посмотрим цены. Называет дядя нас салаты 900. Закуски от 900, это от, я говорю, блины от 700. Так, кофе, что у нас, где кофе, кто видит? Я не вижу. В общем, ролл, еще на этот, кстати, да, кофе не написано. В общем, мы не будем на зазывание дяди реагировать. Мы ходим в Шагал. От 1800, там, если у вас от 1 800 000 поддержите на вклад, то бесплатно будет. Если нет, то там 2-3 тысячи рублей, и на двоих можно зайти без зазора. Так, смотрите, как работает. Вы оформляете себе премиум в Тинькове где-нибудь, и он стоит там 1800, или, по-моему, сейчас чуть дороже стал. И вы имеете право один раз в месяц на 2 прохода, либо вдвоем один раз. Получается, у вас без зала обходится там 1000 или 1500 рублей на одного человека. Ну, то есть очень выгодно, в аэропорту вы не поедите. И вы можете там 4 часа находиться, если рейс задерживают. Можно есть, пить без остановки, там в душ сходить. В общем, вот так. Мы в этот раз не в Шагал идем, а в Малевич. Смотрите, Момо здесь открылась, картошка. Ну, из-за того, что ходим в бизнес-зал, это уже не посещаем.
Так, а вот у нас в самом конце Малевич. Я уже забыл, кому, собственно, расходили. Все время шагал. Черный икрой угощает, но это за деньги. Красная тоже. Вообще, обычно Малевич для бизнеса в последнее время сделали. Он недоступен был у Тинькофф. Сейчас, видите, открылась акция. Если вы заходите, там приложение специальное, напишите поддержку, какое приложение, скачайте и посмотрите, какие бизнес-залы вам доступны. Он может по всему миру, не только по России. И, пожалуйста, идете трапезничать. Так вот, располагаетесь и отправляетесь за едой, за напиточками. Тут у нас рядышком прям кофемашина, латте, капучино, чаек можно себе сделать несколько видов. Воду, которую у вас отбирают там на досмотре, вы просто допиваете или выливаете, а потом здесь себе наполняете бутылочку. Я не люблю в самолете пить из бумажных стаканов. Вот люблю, когда у меня есть бутылка, я достал и попил в любое время. Там здесь ее себе заправляете спокойненько. Может, кстати, такую взять, вам никто ничего не скажет, если вы любите воды. Бизнес-зал большой, но где можно разместиться. Тут есть еще детская комната. Видите, там кофейные зоны. Там очень много где посидеть. Хочешь с видом на самолет и снег, хочешь с видом на пальму. Так, ну и пойдем посмотрим, где можно потрапезничать. Так, смотрите, ну вот Жигули барная включено уже в стоимость. Подходишь к кранику, льется безгранично. Так, пойдем посмотрим. Халяль у нас тут. Есть сосисоны, с утра можно. Пюре из красной чечевицы. Это у нас что такое? Салат табуле можно взять себе. Есть блинчики с творогом. Еще у нас тут сосиски. Так, рис с овощами, вок есть, гречка. Омлетик есть, как в школе. Так, кашка, смотрите, манная. Геркулесовая каша. И щи на завтрак из свежей капусты. Так, потом у нас холодный стол, мои любимые соленья, корень, варенье, халапеньо, пожалуйста, моя любовь. Но только не на завтрак. На обед так люблю морковка, овощи всякие. Так, яйцо отварное, как раз для меня. Тем, кто следит за запасом белка в организме, чтобы потом сладко есть не хотелось. Так, йогурты. Здесь у нас еще сэндвичи. Так, сыр, колбаска, сметанка. Здесь десерты у нас, печеньки разные. Я себе сделал, знаете, такой блинчик, а в него положу сыр и ветчину. Еще подогреть бы мне микроволновочку, было вообще обалденно. Так, сгущенка, варенье малиновое, мед. Здесь у нас еще десерты. Безе есть. Ну, также вода, дюшес, кола, черноголовочки можно себе налить, компот. Да? Нет, смотрите, сок и сока. Я вот люблю компот. В Шагале был компот всегда, сок не люблю. Так, здесь язычок слоеный. Так, ну еще одна станция с кофейком. Но эти станции тут повсюду разбросаны. Видите, вот много таких закуточков, где можно посидеть. Так, потому что компота нет, это минус. В Шагале лучше с компотиком. Я сок не люблю, там очень много сахара. А вот мимо пролетел, смотрите, чай черный и компотик, вот, пожалуйста. Домашний такой, с фруктами, такой добренький, старый. Так, помимо пива, смотрите, станция винная. Подходишь, берешь себе, видите, все при определенной температуре, 10 градусов. Беленькая, красненькая. Шампусик есть. Анкерман брют, пожалуйста. Ой, вермут белый, ну ничего себе. Это роскошь. В общем, берешь и садишься трапезничать. Как вам, пишите? Достаточно? Нет, вот лед еще можно добавить. Так, а еще мне обращайте мои настойки, можно попросить детское питание или глазированные сырки. Официант, обращайтесь и получаете бонус такой секретный. Ну как вам? За 1000, за 1500. Ну, кто-то напишет, что, конечно, можно съесть там одно блюдо и одно кофе выпить. Но тут можно потрапезничать вкусненько. И кружечку латте. А круассан еще есть. Так, ну все, приготовили завтрак, кофейку налили и садимся трапезничаем. Кстати, когда мы будем сами ездить по застройщикам, там тоже всегда очень вкусный кофе, очень вкусные вкусняшки дают. Детские комнаты есть, если у вас детки. Поэтому хочешь купить себе квартиру, пишите, звоните по России, продать, купить, все вам оформим в одном окне, продадим вашу вторичку. Если она даже у вас в другом городе, в рамках одного окна все закроем. Там продадим, здесь купим, систему безопасных расчетов проведем вторичку. Вот. А первичка вся без комиссии, все подборки у нас тоже бесплатные, делаем очень качественные, хорошие подборки. Таких на рынке вы не найдете, потому что вот даже я когда делаю подборку, я делаю так, как для себя. То есть как бы я себе покупал квартиру, вот, потому что я и по районам постоянно езжу. Каждые там 2 дня я у застройщика, да, и я все локации смотрю. Ну и сам в Москве как бы вырос. Все досконально знаю, какие районы лучше, какие хуже.
Вот. Ну, все задачи закрываем, поэтому сохраняйте взять контакт под видео, кто хочет купить себе квартиру или продать. Ну, еще также Турция, Дубай, Таиланд есть, но в основном сейчас преимущественно Россия. Вот. Сохраняйте, рано поздно пригодится. Но под туром уже обращайтесь к Жанне. Она со своей командой отправит вас в лучший отпуск и незабываемое путешествие. Да, и по первичке у вас все контракты будут прямые с застройщиком. Вот, и никаких агентских комиссий по первичке нет. Но по вторичке стандартно. 2-3%, но если у вас там в зависимости от стоимости квартиры, иногда фикс какой-то, договариваемся и по фиксу идем. В общем, в рынке действуем, или даже лучше рынка. Так, а вот смотрите, еще оливье тут появился. Можно сюда яйца добавить отварного, будет прям салат оливье с яйцом. Так, ну что, главное не опоздать на рейс, когда сидите в этом. Смотрите, 1 евро всего лишь водичка стоит. Хочешь с газом, хочешь без газа. Человеческие цены, но это в любом duty-free. Дешевле, чем в автомате. В автомате 200 рублей стоит. Ну, это на уровне правительства решили эту проблему, когда вот все блогеры записывали, что вода дорогая. Сказали, почему так дорого, не положено. И сделали все для людей теперь. Так, ну небольшая задержка на полчаса. Но это не страшно. Идем на посадку. Вот он наш борт. Аэрофлот. Самолет небольшой, компактный, но здесь сидеть удобно, хорошо, зарядки. Берите с собой розетки, иногда не бывает штекинг, нужно розетку включить. Так, наверху вот, естественно, солнышко, снизу просвечивается. Очень красиво, передаю атмосферу полета. Время обеда у нас. Рыбка с картошкой, здесь на выбор тоже курица или баранина сегодня. Долетели быстро, в районе 5 часов. Как я соскучился по турецкому запаху. Здесь в аэропорту своеобразный запах, такой вкусный запах отдыха. Контроль прошли за 2 секунды, вообще никого нету. Слушайте, вроде майские, да, на носу. А народ не так уж много, что-то народ курсует, особо не едет. Поэтому давайте пополняйте турецкое население на отдых. Здесь можно бесплатно к Wi-Fi подключиться, смотрите ваш номер стойки. Это у нас показывает, что туда, в новом терминале, то есть туда идем, там получаем. Так, здесь можно деньги поменять, но курс, сразу скажу, вообще невыгодный. Лучше потом где-нибудь в Мигросе, магазине поменять. Duty free, прикупить можно духи, напиточки себе разные. Вот видите, какая новая зона. Все тоже здесь просторно. Тележку нужно взять, но за денежки. Вот здесь тоже такой Капитан Морган, но цен что-то не вижу. Бакарди 16-17 евро стоит. А, вот, видите, Капитан Морган, тоже 17 евро. Так, здесь можно взять симки. Здесь же можно, кстати, машины арендовать. Но лучше их арендовать в другом месте. Через наших ребят, вы сейчас увидите, как это работает. Просто выходишь, надо что ждать, там договариваться о цене. То есть все договорено заранее. Просто сел, бумажечку, одну подпись поставил, прям сразу в машину сел, поехал. Тут еще банкомат, если у вас иностранная карта, то можно снять. Я так долго этого момента ждал. Эту надпись Welcome to Antalya. Блин, в какую бы страну я не приезжал, а в Турцию приезжаю все время с такой бешеной улыбкой. Потому что здесь все время, блин, так хорошо, как дома. Наш второй дом. Анталия. И Жанна меня здесь уже встречает. О, красота, какая, тепло. Вообще градусов 25, наверное, есть. Так, здесь не забывайте подходить, если вы туром летите, говорить, что вы не поедете, иначе вас на автобусе будут все ждать. И потом плохим словом говорит. То есть, если у вас частный трансфер, или же вы на арендной машине, что очень удобно, кстати, арендовал, сел и поехал в отель. Из отеля на экскурсии, куда угодно можно кататься. Ну, это очень классно, я рекомендую от души. Так, а вот нас уже встречает Мераба. Евген? Евген, да, я Евген. Сейчас мы одну подпись ставим и на Ситроенчике поедем бородить просторы Турции. Вообще даже помогут чемоданчики загрузить, а я вам машинку пока покажу и сам посмотрю. Слушайте, очень классно. Когда вышел из аэропорта, там, кстати, тоже аренда есть, но там надо приходить, договариваться.
А здесь все договорено заранее. Машинку выбрал всего лишь от 2000 в сутки вид. А если ты на месте берешь, то намного дешевле будет. В общем, приехал, и можно сразу в отель, и на экскурсии кататься, куда хочешь. Можно так вот повыше взять, чтобы по горам. У меня вот в планах вот здесь сейчас на байдарке кататься, на каноэ. Поэтому взяли машину повыше. Ладно, шутка. В общем, можно любую машину выбрать и поехать. 3 ряд рент-а-кар. Сохраняйте себе обязательно, очень удобно. Загрузился, и ты мобилен. В отель приехал, поехал сразу на экскурсию в любой день. Мы сейчас в квартиру, потом следующий день в отель, потом в другой отель, потом туда, потом сюда. Одну подпись сейчас ставим, и все, едем. Очень большой выбор машин, огромное количество. Так что сохраняйте, блин, погодочка вообще. Вот в футболке прям вообще комфортно, это 6 часов вечера. Все, сейчас ставлю роспись и едем. Все, одну подпись поставил, и можно ехать. Всех вписал, себя вписал же. А вот, кстати, вот, видите как. Если что, вот на паузу ставьте, сохраняйте себе. Ну, я, ребят, все равно отмечу. И что классно, смотрите, русские права действуют. Яндекс Навигатор у вас по-русски говорит, едете. Дороги здесь нормальные, все говорят, что прям страх какой-то в Турции кататься. Ничего подобного. Спокойненько едете, нормально, да, иногда могут там где-то обогнать, посигналить. Не реагируют, едете спокойно и наслаждаетесь. Это не как где-нибудь там в Индии, где там полный трэш на дорогах катается. Вообще отлично, спокойно путешествуете. И куда угодно. Хочешь в Каппадокию на этой машине поехал. Хочешь, я не знаю, там в Белек, в Кемер, в Сиде. Вот, видите, даже Тесла есть. Все, поехали. Все, спасибо. Спасибо. Смотрите, внутри все новенькое, еще даже пленочку не сорвали. Ой, красота такая. Все, поехали путешествуем. Тут можно пятером спокойно и багаж. Ну вот мы и добрались, поскольку мы домой. Первым делом магазинчик, чего-нибудь прикупить, поесть, пожевать. Так, я думаю, продукты вас не сильно интересуют, у нас больше аудитории, кто по отелям ездит, это погоду море поснимаем. И потом отели, яблочки, ну это все, знаете как, то есть 99 яблоки, это на 2 умножаем, все на 1,7 даже сейчас, видите, рубль купляется. 1,7, когда скоро будет 1,1, прикольно будет. Но это все надо на рынке покупать. Это там стоит в 3 раза дешевле. Это еще и Мигрос, это один из как бы, таких дорогих сетевых магазинов. Здесь есть Шоу, Бим, они подешевле. И по качеству ничем не хуже. Мне кажется, там все с одной плантации. Видели, когда мы летели, все было в плантациях. Вот оттуда все прямиком сюда едет. Не обрабатывает практически ничем, все натуральное, вкусненькое. Ну, фрукты, овощи здесь как бы все очень вкусное, это реально. Курочки. А если что прикольно, есть готовые курицы, сейчас вам покажу. Вот это вкусно, если вы голодные, можно такое взять. Вот, смотрите, самон, это наша семга, лосось, 4,99, умножаем на 2, ну, минус чуть делим, практически там 900 рублей килограмм стейков. Есть на 200 рублей подороже. Ну, здесь вообще рыба недорогая всегда была, вон 600-700 рублей. Этот дорадо. Анигири, смотрите, тут появились. Как в Таиланде. Скоро будет мороженка есть. Как дома практически. Здесь, конечно, вот, ну, поесть всегда можно. Сейчас прийти и еще магазин, где вам помогут прям приготовить рыбу и мясо, все что угодно. Вот здесь есть, смотрите, такое, знаете, как шаурму делают. Вот это мясо уже пожаренное, вот оно срезано для шаурмы. Его сразу берешь, тут это жирненькое, а вот это вот хорошее, вот это не жирное, вот эта фирма. Всегда можно поесть. Масло обязательно берите, везите домой. Вот Кристалл, хорошая фирма. У нас литр, считайте, 1000 рублей стоит. Это очень хорошее масло. Здесь оливок вообще вагон, но даже если какой-нибудь подешевле возьмете, все равно будет хороший. Потому что здесь оливки, как сорняк, вот у нас во дворе прям растут. Прям тоннами повсюду. Поэтому здесь настоящее чистое оливковое масло. Которое очень полезно для здоровья, омега-3. Вот, смотрите, можно даже мигросовское взять 2 литра за 500 рублей. Ой, за 500 лир, ну, 900 рублей будет. Вот так вот. Я такой, конечно, не пробовал. Мы вот это берем обычный Кристалл. Так, потом здесь очень вкусный тунец. Берите только, чтобы в собственном соку был, а не в масле. Потому что масла жиров очень много. Ну, это так, кто заморачивается. Очень вкусный тунец тут. Прям вообще обалденно. Ну, и так, мы сейчас возьмем салатик, быстро накидаем. И обязательно с собой маслины везите. Они здесь очень вкусные, такие, как у нас, они без рассола, чисто такие, знаете, соленые, натуральные маслинки. Можно какие-нибудь таких пачек взять. Все, вообще супер будет. Мигросские тоже вкусные, мне нравятся. Так, а вот внимание, цены на пиво, которое вы любите пить в отеле. 100 лир, ну на 2 грубо умножаете, 109,
107. Это обычное пиво, Эфес, которое делается здесь в городе Эфес. Нефильтрованный, пожалуйста, 113. Это маленькие бутылочки по 90, 118, 113, 113. В общем, пиво почти 200 рублей. Кто еще говорит, что цены на отеле стали дорогие. Попробуйте затарить бар пивом. Ну, там, конечно, для отеля дешевле идет, и бочка подешевле. Но примерно ориентир понимаете, да? Так что не надо говорить, что цены в отеле дорогие. Так, ну что, всем доброго утра. Давайте я передам, пока есть такая возможность. Сейчас расскажу, почему такая возможность. В общем, красота, птички поют, все, конечно, прекрасно. Вам позитивное настроение посылаю. Утром мне сегодня не дали поспать, потому что у нас тут ремонтные работы начались прям совсем с раннего утра. Стали ставить леса, стены, естественно, сверли. На этом страховки работают. Не боятся. У нас тут уже все расцвело. Сады гранатовые. В общем, такое раннее утро. Красивое, прекрасно. Ну, не спешись. Так, ну давайте я вам немного покажу наш комплекс. Горы наши, помидоры здесь не растут, но вот это все у нас оливки растут. Это все гранаты. Огромный сад, лимоны, апельсины, чего у нас тут только нету. Вот почему я с утра хотел вид из окна показать, что вот леса, видите, заставили. Сейчас у нас фасады красят, крыши делают. В общем, проходит такой комплекс мероприятий. Здесь у нас казан-мангал можно делать. А так вот мы садимся, шашлычки жарим, рыбоньку. Вот ребята тоже в 8 нас разбудили. Я, правда, лег поздно, свыше 5 часов поспал. Они нас разбудили, а потом смело сели кушать. Чтобы сначала поесть, потом приступить к работе чуть попозже. Вот сейчас вот они позавтракали и начали опять свои рабочие процессы. Давайте пойдем дальше, сейчас покажу, у нас там еще бассейн, парковочка. В общем, здесь гранатов пруд пруди реально никто не срывает. Падают, никому не нужны. Поэтому приходите в гости, дам вам гранатов. У нас газ провели, видите, уже котлы поставили. Все прям батареи, дом тепло. Сейчас фасад покрасим, будет красиво. Ново, современно все. А здесь у нас бассейн скоро будут наливать. Вот такая вот красота. Там парковка. Это у нас Хасид. Мераба. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Им, teşekkür ederim. Вот так вот наши здесь эти администраторы следят за всем, чтобы все было хорошо. Как дела? Хорошо? Şükür. Хорошо? İyiyim, süper, Хорошо, süper. надо говорить по-русски. Так, ну что, первым делом мы приехали не на море, как я люблю делать. Я был в Вадиме, я, конечно, был на море. Мы приехали первым делом в торговый центр Мигрос. Вот проснулись, Жан сказал сразу же, и едем за вещичками. Ну, сейчас такая погода кайфовая, все зеленые, все цветет, ароматы, даже возле все классно. Но мы сейчас пошопимся немного. И уже потом пойдем на набережную, там и походим, погуляем, по кафешкам, но искупаем. Наоборот, решили сделать. Потом не соленым ходить. Такая красота. Пока Жанна там шопится, я оккупировал здесь массажное кресло. Обожаю массаж. Все деньги уже потратил, все просидел. Слушайте, на самом деле сейчас шопинг в Турции очень выгодный. Сейчас курс 1,7 к лире, там еще золотую корону переводить. Кстати, тоже можете золотую корону перевести, там где в пункте получить. И из отеля приехать в торговый центр. Это М5 Мигрос, но можно любой другой. Зары, все дела, любые магазины, М5 Мигрос, там, кстати, может, сувениров много всяких сегодня купить, вот именно в Мигрос. Ну и вообще много всего, то есть вся запрещенка, которая у нас в России не продается, здесь можно купить себе. Вот. Ну, кстати, еще много других способов тоже есть, сейчас очень многие себе казахстанские карты, ну, открывали. Тоже все переводите, курс очень выгодный получается, сейчас пока рубль укрепился, пока, что я думаю, он скоро будет наверх полетит, хотя никто не может предугадать. Все ждут наверх, а он опять вниз. Все ждут наверх, а он опять вниз. Вот такая вот обманочка работает. Я думаю, что рано или поздно все равно наверх полетит. И это даже не так выгодно будет шопиться. Так что так, Жан шопится, я отдыхаю. Так, а знаете, что я сейчас обнаружил? Я еду, машина глохнет и продолжает ехать. Я вначале не понял, что за прикол. То есть обычно старт-стоп как работает. Машина заглохла, завелась, вот эти доли секунды ты теряешь, а здесь она заглохла. И ты даешь газу, а она едет. И только потом заводится. Оказалось, что это гибрид. Я даже не знал. Я говорю, ребята, дайте мне какую-нибудь машину. Мне говорю, ну без разницы вообще. Они мне подсунули гибрид. Для чего? Для того, чтобы
поэкономнее было ездить. Я думаю, блин, вот молодцы-то, а. Так что вот так вот. Это Citroën. А какая модель, я даже не знаю, если честно. Давайте посмотрим сейчас в своем месте. То есть ребята, красавчики из 3 Red Cars. Это Air Cross. Блин, вместительный, удобный, комфортненький. Едешь так. И необычно. Я смотрю, когда тормозишь, что, знаете, так как будто двигатель тормозит. То есть он, видимо, в этот момент генерирует эффект торможения, превращает это в накопление заряд батареи. Блин, прикольно, молодцы. Здесь бензин сейчас в Турции подорожал немножко, поэтому они в аренду машины более экономные делают бензины по расходу. А когда гибрид, так вообще отлично получается. Блин, красавцы, молодцы. Спасибо, 3 Rent-A-Car. Спасибо, что подсунули мне экономную машину. Видите, заботиться о моем бюджете. Я вашим тоже. Сохраняйте обязательно. Это очень удобно, на самом деле. Ты мобильный, захотел там один даже денек из отеля. Поехал куда-то, покатался, вот сюда в Кони-Алты можете приехать, ну, почувствовать, как вообще жить в Турции, что это такое, как ощущается там. Ну, все равно классно, там, съездить куда-нибудь, это вам будет намного дешевле, чем экскурсию брать, какие-нибудь там эти водопады, на каноэ покататься, еще куда-нибудь. То есть можно за день вообще очень много точек объехать, а в Анталии и в Алании везде есть что посмотреть, здесь очень много интересных мест. Так, ну, наконец-то добрались до нашего моря голубого. Это у нас бич-парк. Здесь что классно, видите, можно в тенечке посидеть. Ой, травкой так пахнет прям. Травка и морской воздух одновременно вместе. В тенечке можно посидеть, можно там на солнышке, в кафе сесть. Или просто дикарем полотенчик постелить. Можно без, я вообще люблю без, прям массаж галечный будет. У нас скалы, там у нас горы, Хурмы. Хурма что-то район такой, где мы живем. Ну, там Лиман, Хурма, Анталия, Кони-Алты. Там многие не знают, где мы находимся. Ой, красотища какая. Ну все, я сейчас точно занырну. Водичка, наверное, прохладная, градусов 20, я думаю. Сейчас измерим. Ой, красота такая. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас тут творится на пляже Кони-Алты, что с погодой, что с температурой воды. Тут всем интересно, мне самому было интересно до вчерашнего дня. Пока мы сюда не приехали, на небе вообще класс, легкие тучки. Это у нас уже 3 часа дня, вторая половина, можно сказать, с утра вообще не облачко было. Море. Сейчас с вами пойдем замерим. А так, конечно, цвет красивый. Это у нас очень-очень классная набережная. Здесь чистая водичка, прозрачная. Слушайте, на ощущениям градусов 20. Сейчас опустим мой прибор, наберем водички. Я обычно резко забегаю, чтобы прям сразу раз сходу. Сейчас опустим, пусть набирается. А вы пока заряжаетесь морскими пенными, солнечными, турецкими. Это у нас бич-парк. Сюда приезжаем, вот там, а так вообще 8 километров набережной. Чистейшей воды, красоты. Так, ну что, посмотрим, что у нас там. 22 градуса, смотрите, на нижнем. Потому что Яндекс показывал, по-моему, 20. Это 22. Очень классно. Оставляю вас на берегу, заряд вам тут морских пенных, а я пошел плавать. Вот, смотрите, народ плавает там, вон, купаются. Там он тоже купается. Так, ну слушайте, дальше туда отплывал. Минут, наверное, 8-10 поплавал. Также 21-22 скачет. Поэтому можно смело уже приезжать, купаться и загорать. Сейчас полежали тут, наверное, минут 40. Вообще кайф, пригревает. Так классно, прям супер. Здесь душ есть с водой. Почему всегда работает? Сейчас помылся, полоснулся, переоделся. И можно дальше идти. Вообще, конечно, очень классно. Равным этой набережной, мне кажется, нету нигде. 8 километров. Ну здесь пойдем дальше посмотрим. Велодорожки тут есть. Смотрите, как здесь хорошо. Вообще класс. Велодорожка. Прям все 8 километров можно туда до горы ехать. Кафешек. Куча спортивных площадок. Там еще теннисный корт. Там под зеленушечкой можно полежать. Можно здесь прогуляться. В одну сторону, в другую. Смотрите, как здесь приятненько, да? Какая атмосфера. Кафе посидеть. Музыку, послушать, кофе попить. Очень много кофеин, Starbucks. Что тут только нету. Робертс кофе. Фонтанчик. Смотрите, какая красота. Кальян можно вкурить. Вредный, после которого голова болеть будет. Давайте по ценам вам немного покажу. Смотрите, пицца. От 450-75 до 500. То есть до 1000 рублей пицца. Вообще прекрасная цена. Да? Бургеры до 1000. Можно подешевле сделать. Там яичницы всякие. 100, 200, 300. Ну, естественно, на 1,7 умножаем. Я грубо так, на 2 умножаю грубо. Там оттуда потом вычитаем. Есть, конечно, кафешек. Просто вагон вообще на любой вкус.
1000 видов кофеин, курочка. Тут похоже, он какой-то кафе Грин салат открылся. Там, видите, как порции такие, типа наподобие тавука. Но я как-то привык в тавуке есть. А здесь, смотрите, что-то прям этот большой ассортимент такой есть. Посмотрим. Так, смотрите, здесь на набережной открылся Декатлон мини. Можно зайти, зонт, футбольный мячик, волейбольный, себе чем прикупить. Ватсон тут есть, можно средства гигиенических набрать разных. Так, ну мы выбираем тавук с видом на море. Так, давайте я вам менюшку в тавуке покажу. У нас, кстати, в Москве тоже есть такая ресторан, но по-другому как называется. Ну это прям их сеть. Смотрите, салат 370, но тут салат такие объешься и не встанешь. Чорба, это суп, значит, есть куриная, тоже очень вкусно, чечевица и томатный. Напитки, типа соков, что-то такое. И здесь вот, ну, основное вот так вот ты выбираешь себе курицу, макароны такие, или картошку фри, и салатик. Для детей есть, для взрослых. Средняя цена, ну, от 400 и 425. А вот 385 есть. Ну, очень вкусно, сейчас покажу. Можно наесться, тут чего только нету. Хочешь с этим себе, с кремовым соусом, хочешь острые какие-нибудь, хочешь терияки, барбекю, в общем, все есть. И кофта есть, ну, типа котлеток. Вот. И детская еще есть. И такие всякие закусочки. Сыр, картошка жареная. А у меня, смотрите, умный iPhone поставил мне картинку, которая была вот здесь дальше сделана. Ну, в том году или в позатом, не знаю, он их меняет постоянно. И вот так вот красоту мне ставит. И обязательно берите айран. Это очень вкусно. Не такой айран, как в России. Не как там. Это очень-очень-очень вкусно. И в отелях тоже берите, пейте. Так, вот что нам принесли. Курица с грибочками, макароны и салат. И вот можно овощи еще такие взять вместо салата. Хотя мы настоятельно просили, чтобы вместо макарон были такие овощи. Слушайте, кто был в Москве в такой кафешке? Напишите, вкусно, нет? Потому что здесь готовят очень вкусно. Хесап лютфен. Тоже шоколад. Прям очень вкусно. Я и жареный съел, и свалил съел. Прям очень вкусно. Вот прям реально. Знаете, как говорят, пути Господни неисповедимы. Опять на набережную приехали, на нашу большую парковку. Сюда уже ближе к нашему райончику. Сейчас здесь прогуляемся немножко. Здесь площадка. Солнце, правда, зашло. Кстати, там на горах еще снег лежит. Вам отсюда, наверное, плохо видно. И пойдем попьем вкусный кофеек на набережной. Под закате. Это вообще очень круто делать. Может, сейчас солнышко улыбнется нам через тучки. И получится кофе под закат. Так очень классно. То есть мы были с вами там в том конце набережной, а сейчас в другую вернулись. Так, по традиции, вот сюда, в Робертс кофе. Дайте менюшку вам покажу, мы уже просто все заказали. А кофе, ну, в общем, 230 чашка стоит. Ну и куча всяких десертов. Получается у нас что там, ну, 400 рублей на берегу моря кофеечек. Берешь кофеек и садишься с таким прекрасным видом трапезничать. Многие в комментариях потом пишут: ой, все ржавое. После сезона ржавеет, конечно, соль. Сейчас все это потихонечку будут красить, и будет все чистенько. В том году было чистое все. Кофеечек и Сан-Себастьян. Очень вкусный. Солнце так не вышло. Своей любимой площадке позаниматься я тоже не успел. Весь день в бегах. Завтра уже в отель едем. Здесь, кстати, вот туалет везде на набережной. Везде бесплатные. Здесь, там тоже. Еще раз вам морской заряд. Видите, сейчас набережную ровно равняют, делают ровненько. Трактором ездит, все делают. Сегодня на кайте катался сосед мой. У меня тоже здесь кайт лежит. Кататься все не успеваю, но доску опять новую купить. Так можно вот каяку съездить, там, кстати, покататься. Если кто кайтом занимается, пишите, может, вместе поедем. Вообще, если есть среди вас кайтеры или виндсерферы, пишите. Дим, потому что в районе Истры или на Плещеево я раньше ездил, надо объединяться в группы и кататься. Что если кто занимается, пишите. Как-нибудь все это скооперируемся. Так, доброго дня всем. Давайте по ценам на бензин. 70-69 лир это дизель, 65 лир это бензин. 1.7 нажимаем. Я сегодня на велике поехал кататься. Сейчас еще надо немножко воздуха подзалить сюда. Бесплатно на заправке можно заправить воздуха. Так, 7 минут
И я уже на набережной. Красота какая. Море голубое. Сегодня ветер какой-то. Передают здесь предупреждение небольшое штормовое. Но есть, кстати, немного ветра на пляже. И народу немного, потому что всех ветер, видимо, напугал. Красотища какая. Народ купается. Сейчас тоже на велике приехал. Занимаюсь на своей площадке любимой. Может проезд в бич-парк. 8 километров. Можно прям по набережной ехать. Красота здесь. Под музычку едешь. Где еще найти такую красивую набережную, а? Скажите мне, с таким голубым морем, с площадкой, со своей, все бесплатно, площадка, туалет, шезлонги разве что платные, но в основном здесь вот народ со своим полотенцем приезжает, или какой-нибудь накидочкой ложишься и купаешься. Здесь позанимаюсь, посмотрим, может быть в парк сейчас катаюсь. Мы сегодня еще улетаем, но у меня времени очень мало. Можно здесь посидеть на лавочке, в кафешке, можно кофейку взять. О, смотрите, здесь уже народ побольше. Смотрите, было много дождей. Река Буачой стала цветом, как море. Оттуда с гор она стекает. Народ эти бегает, велодорожки. Слушай, мне вот отдых порой вот здесь вот на набережной, в Кони-Алты, прям вот больше нравится иногда, чем отдых в отеле. Я в отеле 2 дня побуду. Мне хочется на набережную, велосипед, позаниматься на турниках, на брусьях. Здесь полно площадок, кафешек, кофейку здесь попить. Здесь такой шарм, такая атмосфера, просто обалденнейшая. Побегать, вот кто любит, пожалуйста. Я вот велосипед обожаю, бег не люблю, покушать люблю. И вот так вот прям сейчас до конца туда поеду. Можно еще дальше туда, в старый город ездить. Я ездил, в общем, тут везде можно ездить, потому что для велосипедов тут так все рассчитано и предусмотрено. Конечно, едешь, красивые виды. Вот, хоть там, кстати, в горах еще снег лежит, вам не видно, наверное, будет. Тут кайфец, короче. Так, внимание всем прибывающим в Турции на длительный срок, кто нелегально находится. Вот здесь посередине есть туризм полиция. Вот он, я прям ехал на велосипеде, меня остановили. Паспортный контроль, говорит, откуда, что, как, документы. Вот, у меня ВНЖ как бы есть, документы, все я показал. Так что, если у вас с ВНЖ что-то не так, вот здесь все время проверяют. В прошлый раз мы тоже здесь припарковались, вышли, пошли в кафе, нас с Жанной тоже проверяли. В общем, это место, если что, вон там объезжайте. Это если кто без документов находится. Сейчас, видите, они все ужесточили. И всех проверяют. Народ мало, видите как. Сейчас на набережной будний день. Странно, раньше в это время всегда было очень-очень много народу. Как не придешь, будний, выходной. Видите, как-то вот правительство Турции посчитало по-иному, всем ВНЖ подменяли. Сейчас опять тут, слышали, закон ужесточили, сделали космическую цену на получение ВНЖ за пошлину. И потом сразу же отменили на следующий день, когда хай подняли в соцсетях. Ну, вот эти вот качели, понимаете, люди, конечно, не очень любят. Ну, а так, с другой стороны, ты и без ВНЖ здесь можешь находиться полгода в году. Там один день выехал, въехал, 2 месяца находишься, выехал, въехал, а еще на 2 месяца. И так можно каждые полгода. То есть, получается, полгода в году можешь находиться, отдыхать, приезжать вообще, в принципе, это ВНЖ не нужно. Поэтому, не знаю, может, сами продлевать уже не будем. Купил квартиру, живешь, отдыхаешь, кайфуешь. Сдаешь, платишь налог и чувствуешь себя отлично. Для себя, для отдыха оставляешь. О, красота, конечно. Конечно, им надо по-другому себя вести. Все прям сюда звать туристов прям. Всякие льготы. Сейчас в Стамбуле льготы сделали. Типа приезжаешь, идешь бизнес свой. Если деньги у тебя иностранные, сюда их завозишь, типа как в Дубае, на 20 лет 0% налога. Но это деньги должны быть заведены сюда. Поэтому кто хочет завести, заводите. Ну, опять же, турецкие качели, они непредсказуемые. Но бетон все стерпит. Поэтому надо инвестировать в квартиры. Здесь, в России, везде. И на длинной дистанции всегда будешь в плюсе, как ни крути. Отщелкнуть назад, посмотреть 10 лет, что было назад. Что было. Любую квартиру возьми в Турции, в России. Сколько она стоила? Чуть не в 10 раз дешевле. Вот он и вывод. Так что деньги не храните в сберегательной кассе, они там обесцениваются. Так, ну вот я уже в другом конце набережной. Здесь мы начинали наше путешествие в этом сезоне. Называемый бич-парк. Так, ну вот почти самый конец. Там у гор прикольно покупаться. С камней попрыгать можно. Но сейчас в аренду очень много стало этих мопедиков, велосипедиков. Это которые с электротягой, по-моему. А, нет, это без электротяги. У нас в Москве такие же, только что батареи. Даешь оборот 2, тебе дают еще дополнительный бонус за деньги такой. Можно арендовать и вот так по набережной, по городу поездить. Вот здесь лифт, подъем наверх. Двигаться в даунтаун, и там еще огромный парк. И к Мигросу можно прямо попасть туда. В общем, тут по набережной что классно, что она ровная.
И ты просто налегке качешься с ветерком еще. Ну, скажите мне, что может быть лучше от такого зала с таким видом на море. Типаемо. Занимаешься-то. Парники, брусья. Чем есть что найти. Еще резинки раньше были, где-то потерял. О, класс, музыку включил. Горы. Воздух свежий, ой, красота. Ни один зал не сравнится с уличным залом. Так, ну и, конечно же, море. Я уже искупался. Все, собрался. Уже скоро выезжать в аэропорт. Говорят вам всем морских, пенных. Море чуть подостыло, штормило. Я надеюсь, скоро нагреется. Так, ну все. Я уже искупался, нанырялся. Немного поплавал, моречек подостыл. 19 градусов. Но я надеюсь, когда смотрит, оно уже прогреется. Ну, шторм вчера был, видимо, подхладил сейчас. Будем ждать, пока нагреется. А так, видите, народ уже подтянулся, все уже поплавал. Все, как всегда, замечайте на отдыхе мелочей, взять солнце, море, вкусняшками, позитивными эмоциями. Я сейчас уже в аптеку и домой, скоро уже в аэропорт улетать. Уезжать и улетать. Я еще на набережной. Все, заряд, всем позитивных эмоций. Увидимся в следующих выпусках. Айро, вам всем удачи и пока. Красота такая.